Вымершие виды гоминид начали использовать орудия труда более 3 миллионов лет назад, но пока только в Африке, если судить по находкам. Но относительно не так много находок останков древних видов найдено в мире. Зачастую находки зубов, обломков черепушек и фаланг пальцев являются доказательствами присутствия древних гоминид в том или ином месте на планете. Но после изобретения орудий труда уже они стали своеобразной визитной карточкой присутствия древних видов. С тех пор, как древние гоминиды стали передвигаться на двух ногах, вполне ожидаемо, что на месте им могло не сидеться по тем или иным причинам, включая поиск пищи, убежища или лучшей жизни. Это же не Шариковс фраза «я на 16 аршинах здесь сижу и буду сидеть». Хотя мозгов у них в те времена еще было немного. Самый старый гоминид за пределами Африки – это так называемый дманисийский гоминид возрастом более 1 миллиона 700 тысяч лет, который был идентифицирован как Homo erectus ergaster georgicus. Но человек прямоходящий на то и прямоходящий, чтобы не сидеть на месте. Однако причин для путешествий древнейших людей все же могло быть довольно много, включая рост популяций, изменение климата, миграцию животных или просто идея пойти туда, где встает солнце. Достоверно это узнать вряд ли получится без путешествий во времени. Однако с развитием различных научных методов и технологий информации появляется все больше. Самые древние находки, связанные с расселением людей в Восточной Азии, на данный момент это 2 зуба возрастом в 1,7 миллионов лет, найденные близ китайского города Юаньмоу, и лантянский человек из Гунванлина, представленный фрагментом черепа и челюсти человека прямоходящего женского пола 30-40 лет от роду. Эта находка была повторно и спорно датирована в 2015 году, и возраст ее составил 1 миллион 630 тысяч лет, вместо более признанного возраста в 1 миллион 220 тысяч лет. Хотя до острова Ява в Индонезии эректусы добрались около 1,5 миллиона лет назад. Кстати, многие датировки очень похожи на соперничество среди ученых, по типу «у кого больше». Так и в последней работе, опубликованной несколько дней назад, ученые сообщают о самой ранней датировке каменных орудий труда за пределами Африки, возрастом 2 миллиона 120 тысяч лет, в отложениях раннего плейстоцена, Геласский ярус. Эти орудия были найдены на территории Лесового плато в Китае, провинция Шэньси, в 40 километрах от города Сиань, неподалеку от места находки лантянского человека в Гунванлине. Участок Лесового плато представлен крутыми обрывами с обнажениями, что заставило ученых заняться скалолазанием, потому как путь к познанию непрост. Но и скалолазанье – это не основная часть трудностей. Ученым умам нужно было еще доказать как датировки, так и то, что это были действительно рукотворные инструменты, а не просто обломки пород, принесенные сюда естественными процессами. Но 96 артефактов контрастировали на фоне вмещающих пород и были доставлены в эту местность, скорее всего, из горного хребта Цинлин, расположенного южнее и без помощи рек. Помимо инструментов, схожих с аналогами из Африки, в слоях были найдены останки животных, включая полорогих, оленевых и свиней. Но наличие следов на костях от инструментов еще предстоит доказать. Возраст находок устанавливали при помощи метода полямагнитного датирования, основанного на изменении магнитного поля Земли в прошлом и записи этих событий в минералах вмещающих пород. Но кто сделал эти инструменты? Какого хома нам надо? Остается загадкой. Кто-то почти 800 тысяч лет жил на описываемом участке, а может и периодически мимоходом заглядывал. В датировки вписывается такой вид, как человек умелый, Homo habilis, а также в диапазон попадают австралопитеки, но ни одной находки их представителей за пределами Африки неизвестно. Соседние находки эректусов наталкивают на мысль, что этот вид был старше. Однако ничего не препятствовало гоминидам эволюционировать в пути. Так что мечта ученых находить ископаемые останки гоминид сразу с инструментами в руках и на этот раз не сбылась. Но что мешало древним двуногим жителям Африки и намного более 2 миллионов лет назад покинуть ее? Ноги были, прописку никто не требовал, а расстояние в обход природных препятствий около 14-15 тысяч километров можно было преодолеть за 3000 лет, перемещаясь при этом со скоростью всего 5 километров в год,
что совсем ничего по сравнению с расстояниями, которые приходилось преодолевать древним охотникам-собирателям и сотнями тысяч лет, которые у них были в запасе. Помимо этого, ледниковые периоды, длившиеся по 40 тысяч лет в те времена, могли заставлять древних людей двигаться в разных направлениях, потому как уже через несколько поколений древние люди понятия не имели, откуда пришли их предки. Карты они вряд ли составляли. И если первопроходцы шли в сторону, где встает солнце, то их потомки могли следовать за ним в обратном направлении. Не исключено, что движений в Африку и обратно было несколько. Это зависит лишь от размеров популяций и других факторов. При этом, в эволюционном плане, древние путешественники могли чего-то подправить в будущих видах. Адаптацию к климату, например. Поэтому не исключено, что из Африки вышел, образно говоря, еще недоразвитый эректус, а вернулся уже матерый и продвинутый в боях за выживание человечище прямоходящий, который показал, где раки зимуют другим видам, спокойно жившим в Африке. Но это капля юмора и домыслов, не подтвержденных фактами. Но мы будем и дальше следить за ситуацией в этой области науки. Поэтому, чтобы не пропустить много чего интересного, не забывайте подписываться на канал и кликать на колокольчик, чтобы получать уведомления о новых видео. Ну а я буду и дальше эволюционировать в освоении форматов подачи информации, чтобы сделать этот процесс обоюдно приятным, не без ваших советов, естественно.